Ащи пармантье – блюдо, названное не в честь повара, который его придумал, а простого фармацевта из северной французской деревушки Мондидье, который буквально спас Францию от голода в конце 18 века. Всем привет! Сегодня у меня очень простое и народное французское блюдо. И в дословном переводе ащи пармантье означает рубленное от пармантье. Ащи от глагола «аще» – рубить. По сути дела, это просто картофельная запеканка с мясом, но, как умеют французы, возведенная в статус гастрономического бестселлера. В середине 17 века картофель уже был широко распространен по всей Европе, кроме Франции. Кулинарно продвинутые французы считали, что картофель – это плоды дьявола. Он вызывает проказу и даже венерические заболевания. И так как растет под землей, то годится только на корм скоту и никак не людям. В 1748 году французский парламент официально запретил выращивание картофеля, посчитав его вредным для здоровья. А через 8 лет, в 1756, началась Семилетняя война и начало истории нашего блюда. Молодой фармацевт по имени Антуан Огюст Пармантье идет в армию и там попадает в прусский плен. И несколько лет, пока Антуан проводит в плену, его немцы кормят картошкой, которая в Германии тогда уже была очень важным продуктом питания. В тюрьме он начинает изучать этот продукт и, вернувшись на родину совершенно здоровым, понимает, что его главная жизненная миссия – влюбить французов в картофель. Как раз в это время, в 70-е годы 18 века, Франция переживает серию неурожаев. Крестьяне голодают, города бунтуют. В общем, полный швах. Король в панике. И в 1771 году Академия Безансона объявляет конкурс найти пищевые продукты, которые могли бы заменить хлеб в случае неурожая. И, пользуясь случаем, Пармантье выставляет на конкурс свою работу «Химические исследования картофеля», где доказывает его пищевую ценность и безвредность для здоровья. И получает премию за лучшую работу. А уже через год Парижский медицинский факультет официально признает картофель съедобным. Но Пармантье понимает, что только административными мерами сверху нельзя заставить упертых французов полюбить картошку. И Антуан добивается аудиенции двора, на которую преподносят королю Людовику и Марии Антуанетте букеты из цветов картофеля и убеждает монарха дать ему возможность его выращивать. И в мае 1775 года ему выделяют небольшое поле в пригороде Парижа с сухой бесплодной землей, где он и начинает культивировать свой картофель. И чтобы вызвать интерес у местного населения, Пармантье придумывает гениальный маркетинговый ход. Он нанимает вооруженную охрану своего поля, которая охраняет его только днем, а ночью уходит. А как известно, запретный плод сладок, и бедняки, понимая, что что-то очень сильно охраняется, начинают ночью воровать клубни картофеля и высаживают его у себя во дворах. И несмотря на все предубеждения и страх, начинают есть картошку. Голод. И потихоньку из уст в уста начинают понимать, что это сытный продукт, даже вкусный и совсем не ядовитый. И так в конце 18 века простой фармацевт и филантроп из Мондидье спасает Францию от голода. Но Пармантье не успокаивается. Да, картофель становится популярной у крестьян и бедных слоев населения, но ему этого мало. И в 1783 году организует званый ужин для высшего французского руководства, на котором подает больше 20 блюд из картошки. И на этом ужине присутствуют не только французы, но и иностранные гости – Бенджамин Франклин и Томас Джефферсон. И одним из этих 20 картофельных блюд была картошка фри. И она так понравилась Джефферсону, что он привез этот рецепт с собой в Америку, и картошка фри сыскала мировую славу. Во всяком случае, сейчас на могиле Пармантье на знаменитом кладбище Пер-Лашез, которое обсажено вокруг картофелем, люди приносят картошку, на которой пишет «Merci pour les frites», то есть «Спасибо за картошку фри». Так что же само блюдо? Тут все очень просто.
Когда картофель распространился во Франции, то у французских гастрономов появилось огромное поле для творчества. И отдавая дань великому Пармантье, они стали называть свои блюда из картошки или с картошкой его именем. Кроме ащи Пармантье появился потаж Пармантье, это картофельный суп Пармантье, яйца, которые подают в картофельном пюре, суфле Пармантье, картофельное суфле и множество других картофельных блюд. Но среди них ащи Пармантье, пожалуй, главное. C'est bon ça? C'est quoi? Hashish. Hashish Parmentier? Non, c'est sucré. Prendre deux. И, скорее всего, не является рецептом какого-то конкретного кулинара. Скорее всего, оно вышло из деревни, потому что основа Пармантье был так называемый pot-au-feu, точнее, остатки несъеденного мяса от этого блюда. Кстати, очень простая, но очень вкусная штука. Ну, как все французские деревенские блюда. Так вот, из его остатков готовили это блюдо. То есть собирали остатки мяса, покрывали сверху картофельным пюре и запекали в печи. И да-да, конечно, это очень похоже на английский cottage pie из говядины и shepherd pie, пастуший пирог из баранины. И если мы с вами посмотрим хронологию, то эти английские блюда появились задолго до ащи Пармантье. Был ли французский вариант заимствован у англичан, неизвестно. Ну, во всяком случае, французы никогда в этом не признаются. Но, скорее всего, идея настолько на поверхности, что эти блюда могли появиться совершенно независимо, как многие похожие блюда мировой кухни. А уж картофельные запеканки точно. И сейчас ащи Пармантье воистину народное блюдо у французов, но его готовят не только дома. Практически у всех великих французских шефов есть свой вариант рецепта ащи Пармантье. Ален Дюкас готовит его с панировкой и сыром грюйер. Жоэль Рубишон, конечно, со своим знаменитым картофельным пюре. Мишель Труагро кладет в начинку луковый конфи и апельсины. Поль Бакюс добавляет в мясо томатное пюре. А креативный Пьер Ганьер вообще готовит ащи Пармантье с фуагра. Я приготовлю один из традиционных вариантов этого блюда с уткой, но, конечно, на свой манер. Французы обычно утиное Пармантье готовят из утиного конфи. Готовят его сами или покупают в банках. И, в принципе, приготовить утиное конфи ничего сложного нет. У меня на канале, кстати, есть ролик. Я считаю, что это блюдо все-таки деревенское и не должно быть дорогим. А утиная окорочка почему-то стоит значительно дороже, чем целиковая утка. Поэтому я буду готовить свое Пармантье из утки. И, как обычно, ничего не должно пропадать. Я буду использовать всю утку, включая ее запчасти. Нам понадобится утиный жир, но у меня чисто утиного нет. У меня смесь жиров, которые я делаю для фритюра. Там и утиные, и гусиные, и бог знает какой. Думаю, что вполне себе это подойдет. Из овощей для приготовления начинки репчатый лук, лук-шалот, чеснок и морковка. Томатная паста, сыр. Я взял какой-то свой любимый белорусский. Но тут главное, чтобы он плавился. Я не помню даже, как он называется. Чем вкуснее сыр, тем вкуснее Пармантье. Немного муки. Для ароматизации, конечно, тимьян, черный перец с горошком. Я еще взял сычуанский перец, потому что он у меня от прошлых китайских рецептов остался. Мне кажется, будет интересно. Несколько гвоздичек и лавровый лист. Красное сухое вино и коньяк. И для картофельного пюре сама картошка, масло сливочное много. Я тут не все положил, будет его очень много. Мускатный орех, топленое молоко, с ним пюре получается очень вкусное. Соль, перец. Возможно, я что-то забыл, но в любом случае все будет в описании к ролику. И в своем телеграм-канале я публикую подробный PDF-рецепт со всеми ингредиентами. Так что, если интересно, то подпишитесь. Начну я с разделки утки. Сейчас я только вот эту вот железу удалю. И так как я уже сказал, что в дело у меня пойдет вся утка, включая запчасти, то нужно отделить мясо от костей. И тут у меня единственный вопрос, а что делать
с кожей. Потому что у нас есть три варианта. Первый вариант — использовать ее в бульоне, потому что в ней много коллагена. По этой же причине ее хорошо положить в фарш. Или есть еще один вариант – это ее снять, пожарить и посыпать сверху хрустящей кожей. Жир вырезаем и сразу закидываем его в жаровню. Все идет в дело. Тут идеально чистых костей добиваться нам, конечно, не нужно, потому что все мясо, которое останется у нас в бульоне, мы можем снять и положить в начинку. Так что особо усердствовать нет никакой необходимости. Неблагодарное уткое существо, у нее костей, как бы я ни старался, значительно больше, чем мясо. Так, мясо отправляется в жаровню. Туда же тимьян, лаврушка, черный перец горошком, сычуанский перец. Очень я этого боюсь, но мне интересно. Несколько зубчиков чеснока добавлю. Солим прям руками. Хотя посолить можно и потом, когда мы будем делать уже фарш. Ну, какая разница. Подолью немножко водички. И главное — это жир, потому что мы будем делать это все а-ля конфи. Ну, не совсем конфи, потому что конфи чистый жир, а здесь я все-таки делаю смесь. Потому что нам потом от фарша лишний жир трудно будет отделить, поэтому много я не кладу. Но жир нужен, потому что утка очень сухая. И в духовку на 120 градусов до готовности, то есть пока мясо не будет отваливаться от костей. И кости. Я возьму большую кастрюлю. К сожалению, запечь кости в духовке у нас не получится, потому что температура здесь 120, а мне для костей нужно минимум 250, поэтому я их просто пожарю. Единственное, их придется нарубить, потому что они иначе не пожарятся у нас кусочками маленькими. Немного жира в кастрюлю добавлю, его нужно хорошо разогреть. Пошел дымок, кости, и их нужно до темно-коричневого цвета прям хорошо пожарить. Морковку. Кубиком ее нарежу, чтобы поверхность была больше. И лук среднепроизвольным кубиком. Так, небольшие, не маленькие. Ну вот, хороший уже цвет. Они еще с луком, с морковкой пожарятся. Сейчас я добавлю морковку, лук. Их тоже надо до коричневого цвета довести. На самом деле, вот такая вот технология кастрюльная, мне кажется, даже лучше, чем в поддоне запекать. Потому что нам не надо вот эти прижарки потом деглассировать. Все готово сразу. Но это просто дольше, и надо за этим следить. А за поддоном следить не нужно. Так что и то, и другое имеет право на жизнь. Так, ну вот, все у нас отлично. Добавлю томатную пасту и еще немножко пожарю с томатной пастой. Так, чтобы она тоже немножко карамелизовалась. Прижарки есть. Заливаем водой. Ну, так, чтобы утка покрылась чуть больше, потому что варить мы будем долго. Она будет медленно выпариваться. И вино сразу вылью. Может, конечно, потом, но можно и сразу. Тимьян, гвоздичку. Не солим, без кипения. Все как обычно для коричневого бульона. Где-то часа 3-4. Как раз все одновременно у нас приготовится. Наше рагу готово должно быть уже. Сейчас я его проверю. Мясо, да, мясо разваливается на волокна. Я вот эти вот только палки выкину отсюда все. Надо было, конечно, все завернуть в мешочек, но что-то я не сообразил. Пока я его отставлю и займусь овощами. Морковка и шалот. Все нарежу маленьким кубиком. Возьму свою сковородку для пасты. Мне кажется, она удобнее всего для того, чтобы на фарш приготовить. Добавлю немного утиного жира. Все, много скопилось, столько не нужно. И обжарю морковку и лук. Чуть-чуть карамелизовать, потом утку положу. Выложу утку. Жира столько нам не нужно. Не могу сказать, что много утки получилось. Надо было курицу брать большую. Но курица — это не то. Жир нам еще, может быть, понадобится. Надо ее сейчас на волокна разбуробить и немножко поджарить. Потому что она все-таки тушилась, но не жарилась. Она хорошо, опять же, немного дать той самой реакции Майяра. Стал я повторять. Так, немножко поджарилась. Сейчас я бульончика нашего добавлю. Красное вино. И я еще добавлю коньяк, ну, для аромата.
можно крышкой накрыть и, наверное, где-то минут 40 пусть все это перетушится. А я пока подготовлю лук. Идея положить сверху слой лука конфи, ну а-ля конфи, мне очень нравится. Видите, сколько я много лука взял? Но на самом деле получится тут одна капля. И для конфи лук режем толстыми полукольцами, иначе он в кашу превратится. Сотейник. Возьму немного опять нашего жира. Не бойтесь, жирно все это не будет. Лук. Его нужно сначала хорошо обжарить, а потом мы будем его уже томить. И процесс очень простой. Да, я забыл сказать, что чтобы приготовить карамелизированный лук, нам нужна стальная кастрюля, потому что тут опять весь смысл в прижарках. То есть лук начинает прижариваться, мы эти прижарки луком, который выделяет сок, отшквариваем и вот так вот постепенно, потихонечку доводим его до карамели. Процесс этот не быстрый, на маленьком огне, постоянно контролируем до того состояния карамели, которое мы хотим. Да, и я забыл самое главное, это соль, потому что соль нам поможет выделить больше влаги из лука. Потому что задача здесь избавиться от влаги, вытянуть сахар и его карамелизовать. Вот, собственно говоря, все просто. Да, и никакой дополнительный сахар, в принципе, добавлять не нужно. Конечно, это зависит от сорта лука, но сколько я не готовил с разным луком, сахар здесь не нужен, потому что в луке достаточно сахара. Кстати, в карамелизированный лук неплохо добавить немного бальзамического уксуса. Очень вкусно. Вот видите, из такой огромной кучи лука получилась вот такая вот крошечная мисочка. Пока у меня тут все готовится, нужно сделать одну важную операцию. Я чуть не забыл. Нам нужно снять жир с бульоном. Сейчас я его процежу, потому что в соусе нам жир совсем не нужен. И просто на улицу на мороз его поставлю. И поставлю варить картошку. Картошку мы варим от холодной воды и в мундире. Почему в мундире, я много раз уже говорил. Во-первых, таким образом картошка меньше теряет во вкусе, но самое главное не это. А главное, что в шкуре она не впитывает воду. А для картофельного пюре, ну и для любого блюда, чем меньше воды в картошке, тем лучше. Есть еще один способ, можно ее запечь в духовке. И картофельное пюре. У меня своя упрощенная технология. Вот этими вот машинками для протирки я не пользуюсь. Я делаю немножко по-другому, сейчас я вам покажу. Так, в холодную воду, потому что картошка горячая. Нам важно, чтобы картошка осталась горячей. Но руками чистить невозможно, поэтому вот такая вот технология. И сразу в сито. Кастрюлю через сито протираю. Она отлично протирается, хорошо разварена. Ставим пюре на маленький огонь, чтобы вода выпаривалась лишняя. И самое важное, это сливочное масло. Я его нарезал мелкими кубиками и подморозил. Почему холодное сливочное масло? Объясняю. Добавляем масло небольшими порциями и интенсивно перемешиваем. Так вот, дело в том, что картофельное пюре – это не просто смесь масла, молока и картошки, а это эмульсия. Представьте себе, что зерна крахмала – это кирпичики. Когда мы проливаем через них горячее масло, масло стекает и расслаивается на жир и воду. А когда вы добавляете холодное масло, оно тает постепенно. Вода испаряется, а жир обволакивает каждый кирпичик. В чем, собственно говоря, смысл эмульсии? И в результате мы получаем не картошку с маслом, а блестящую шелковистую структуру, что нам и нужно. Но тут, конечно, нужна недюжая физическая сила. Но больше греть не нужно. Я не кладу третью часть масла от веса картошки, как Жюль Рубишон, конечно, поменьше, но только в целях экономии. Вмешаю пару желтков, мы же его будем запекать. Ну, так вкус будет интереснее, более насыщенный. Совершенно не обязательно, но мне, опять же, нравится, это мой вариант. Главное, чтобы пюре не было очень горячее, потому что тогда яйца свернутся и будет яичница внутри пюре, нам это не надо. Добавляем молоко. Ну, я много не буду. Как я уже говорил, я беру топленое молоко, так тоже интереснее. Нам тут жидкое пюре не нужно. Соль, на глаз, черный перец и натираем мускатный орех. Проверяем результат. Идеально. У меня осталось горячее топленое молоко. Чтобы оно не пропадало, я думал, что я просто сыром посыплю сверху, но я сделаю по-другому. Я сверху намажу все соусом а-ля Марне. Растоплю на сковородке сливочное масло. Да, соус Марне – это тот же самый бешамель, но с сыром. И туда еще добавляется желток. Я думаю, что как намазка сверху на наш гратен будет отлично. Столько же муки, сколько и масла. Ну, все как для бешамеля обычного.
Обжариваем. Вы наверняка знаете, что есть два способа производства бешамеля: на холодном молоке и на горячем. Я сейчас в подробности вдаваться не буду, но когда мы делаем на горячем молоке, у нас есть возможность добавить в этот бешамель дополнительные ароматы. Тимьян, тот же самый мускатный орех. Я этого ничего делать не буду, но просто на заметку. То есть мы прогреваем и настаиваем молоко с разными ароматическими добавками. Ну тогда бешамель получается просто вкуснее. Сыр натру, можно на крупной терке, все разойдется. Молоко. Можно, в принципе, сразу сыр добавить. Чуть-чуть соли. И потихонечку, постоянно помешивая. Все готово к сборке. Фарш нижний слой. Думал, получится простенькое деревенское блюдо, но что-то заигрался. Размазываем. Все это надо хорошо примять. Сверху выложу наш лук-конфи. Вот, размазать хорошо. Картофельное пюре. Я много сделал, но картофельное пюре это не то, что может пропасть. Тут главное, чтобы место для сыра осталось. Точнее, для нашего сырного соуса. Тут у меня уже начал застывать. Это плохо. Очень быстро он застывает. Его надо опять нагревать. Сейчас я аккуратно его размажу. Так вот еще сделать какие-нибудь. И в духовку на 180 минут на 40. Ну, можно потом еще под гриль поставить, чтобы корочка получилась. Утиную кожу на холодную сковородку. Сверху пергаментом накрою. И прижму, чтобы она не сворачивалась. Для соуса просто обезжиренный бульон выпарю. Запеканка. Пусть она хорошо остынет, и буду подавать. Ну, на 2 не тянет, так на звездочку. Но уверен в том, что если бы Пармантье был жив, он бы мной был доволен. А следующем я приготовлю очень важное блюдо мировой кулинарии, которое вы никогда не будете готовить и есть, скорее всего, тоже нет. Ну а все секреты в моем телеграм-канале «Клуб бесстрашных гурманов» и их обсуждение в чате моего канала. Приходите, там весело, интересно и очень кулинарно. До следующего и всем приятного аппетита. Пока!